Новинка в мире носимых устройств от компании Amazfit, которая имеет большой AMOLED-экран с технологией Always On Display, обширный функционал, постоянный мониторинг пульса SPO2 и уровня стресса, мониторинг сна, коронка для удобного перемещения по интерфейсу, стильный дизайн, легкие материалы, 14-дневное время автономной работы — это только малая часть того, что нам обещают в рекламе. Производитель к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit Cheetah Pro. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Упаковка стандартная для Amazfit, на ней есть название, изображение и краткие характеристики модели. Пакинг хороший, все пришло в целости и сохранности. В комплекте мы имеем карточку с QR-кодом для скачивания приложения, зарядное устройство с двумя пинами и довольно длинным кабелем, краткое руководство и сами смарт-часы. Смарт-часы легкие, ко всему тонкие, за что сразу плюс. Вес и габариты вы можете видеть на экране. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно 30 числа на стримах. Помимо этого, Honor Magic 5 Ultimate смартфон разыгрывается, условия в описании. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, там много всего полезного. Сейчас, кстати, на Алисейл, хотя он не особо ощущается из-за курса, но дешевое устройство можно выгодно приобрести. Перейдем к часам. Поставляется данная модель только в черной расцветке. Дизайн устройства интересный, как по мне, выглядят они внешне своеобразно. Ко всему, на корпусе нет ничего лишнего. Безель выполнен из титанового сплава, а средняя рамка из армированного волокном полимера. Ремешок тканевый шириной 22 мм. Он быстросъемный и имеет застежку на липучке. Данный ремешок очень удобный в использовании. Охват запястья от 140 до 215 мм. Ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. Но сказать, насколько данного ремешка хватит, я вам не могу. При этом за время моего использования он так и не испортился. При носке смарт-часы не ощущаются и спать в этих часах можно. Сборка, как и качество материалов, отлично. На корпусе расположили два контакта для зарядки, динамик, микрофон и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту биометрический датчик BioTracker PPG с поддержкой измерения кислорода в крови, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, барометрический высотомер и датчик освещенности. Cheetah Pro могут круглосуточно мониторить сердцебиение с периодичностью 1, 5, 10 и 30 минут. Уровень кислорода в крови измеряется автоматически в состоянии покоя, а уровень стресса каждые 5 минут. Вручную, разумеется, можно измерить все показатели, а также есть измерение одним нажатием, что очень удобно. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. В остальном, при повседневном использовании во время тренировок показатели измерения здоровья довольно корректные. Погрешность минимальная. Мониторинг сна отличный, как и мониторинг фаз сна и дневного сна. Помимо перечисленного, на борту есть система оценки состояния здоровья PAI, дыхательные тренировки, активность, женское здоровье, различные напоминания, к примеру, напоминания о разминке. Весь мониторинг здоровья можно настроить в приложении или на самих смарт-часах, что удобно. На смарт-часах есть достаточно информативные графики, а подробнее с мониторингом здоровья можно, разумеется, познакомиться в приложении. На корпусе также есть механическая кнопка для перехода к тренировкам и возврат, а также кнопка колесика, которая отвечает за выбор, переход к меню, вызов голосового помощника, включение-выключение, а прокруткой можно перемещаться по интерфейсу. Но данная функция работает некорректно, так как иногда, прокручивая кнопку колесика, ничего не происходит. Управлять смарт-часами также можно через голосовое управление. Данная модель не поддерживает русский язык, но есть английский. В настройках можно переназначить действие на любой из предоставленных, что хорошо. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает AMOLED-экран на 1,45 дюйма с разрешением 480 на 480 пикселей. Дисплей покрыт Corning Gorilla Glass 3 серии с покрытием от отпечатков пальцев. Рамка у экрана есть, но она минимальная, экран утоплен. Интерфейс доступен на русском языке, перевод неплохой, как и шрифт. Плотность пикселей 331 ppi, цветопередача отличная, картинка четкая, без различных артефактов. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу удобно. Ко всему, сама система работает отлично и без лагов. Яркость до 1000 нит, при прямом попадании света на экран яркости хватает, пользоваться смарт-часами даже в солнечный день можно без проблем, но запаса яркости нет. Яркость регулируется ползунком, автояркость на борту, работает она хорошо. Время до отключения экрана максимум 30 секунд, функция включенный экран максимум до 20 минут, что стандартно. Также есть полноценный Always On Display, работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию. На борту имеется 5 предустановленных стилей AOD, а также можно установить циферблаты, которые имеют свой AOD. При поднятии руки экран загорается моментально, настроить скорость отклика и время работы возможность есть.
Из полезного есть активация экрана при уведомлении или во время тренировки. Функция для выключения экрана накрытием ладонью отрабатывает хорошо, как и включение экрана тапом. Далее, с главного экрана по свайпам слева направо уведомления, сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно настроить под себя, что удобно. Свайп снизу вверх карточки быстрого доступа, которые довольно удобные, и их тоже можно персонализировать. Свайп справа налево меню. В нем есть паи, тренировки, журнал тренировок, тренер ZEP на базе искусственного интеллекта. Чтобы использовать эту функцию, необходимо в приложении создать план тренировок. Далее есть статус тренировок, к примеру, анализ VO2 Max после тренировки, время восстановления и нагрузка. Измерение пульса, измерение кислорода в крови, измерение одним касанием, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, активность, компас, барометрический высотомер с давлением воздуха, погода с подробной информацией, VIP-карточки участников, плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. К слову, загрузить треки на часы возможность есть, за что отдельный плюс. Контакты, которые можно добавить через приложение, будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, календарь, солнце, луна, история менструации, дыхательные тренировки, секундомер и таймер, которые могут работать в фоновом режиме. Поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер тот же, помодоро трекер и голосовые заметки. А вот удаленной фотосъемки я не обнаружил. В настройках помимо ранее перечисленного есть настройка звука и вибрации, вибромотор тактильно приятный и довольно мощный. Анализ и настройка расхода заряда аккумулятора, включение-выключение использования сохраненной карты, настройка режима «Не беспокоить», режим сна, включение режимов экономии заряда, блокировка смарт-часов, настройка функции «Утренние новости» и обновление прошивки. Летим дальше. Операционная система ZEP OS версии 2.1, выделенной внутренней памяти на борту 2,45 гигабайта, Bluetooth версии 5.0, связь со смартфоном держат они стабильно. Подключить нагрудный датчик или различные другие спортивные аксессуары возможность есть, как и подключить наушники. Wi-Fi поддерживает стабильную частоту 2,4 ГГц, тренировок на борту более 150 видов, определение плавания, разумеется, на борту, как и автоопределение 8 спортивных движений и 25 силовых движений. GPS-навигация с 6-ступенчатой системой позиционирования. Настроить GPS можно, как и загружать маршруты с оффлайн-картой на сами смарт-часы для использования навигации. В целом, данная модель очень похожа функционалом на смарт-часы Amazfit T-Rex Ultra, обзор на который, разумеется, уже на канале. Те же тапки, только в профиль, бренд-то один и тот же, правильно? Значит, и ПО будет такое же. Определение местоположения в городских условиях довольно быстрое, не больше 10 секунд. Карты строятся неплохо, но отклонения от маршрута есть. Я встречал более корректное построение пройденного маршрута. Привет вам, Huawei. При этом сама GPS-навигация работает отлично. Для тренировок есть большое количество вспомогательных функций и настроек. Во время тренировки можно пользоваться плеером и навигацией, что удобно. Далее, разговаривать с часов возможность есть. Микрофон отрабатывает отлично. Входящий звонок можно принять или сбросить. Также включить беззвучный режим или отвечать заготовками. Уведомления приходят практически моментально. Длинный текст посмотреть нельзя. Смайлики отображаются, но не все, как и иконки приложений. Фото, картинки и так далее не отображаются. Ответить на сообщение можно, но только смайликами или быстрыми заготовками. Емкость аккумулятора 440 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 1 час 51 минуту. С включенным всем функционалом и интенсивным использованием, но без включенного АОДа их хватает на 5 суток, не больше. Что, к слову, тоже отличный результат. Заявленные 7 суток они также могут прослужить. Все зависит от сценария использования. Amazfit Qtech Pro имеют водонепроницаемость 5 атмосфер. За время моего использования вода на них никак не повлияла. Также для примера я окунул их в емкость с водой. Разумеется, никак они не пострадали, плавание могут отслеживать. Но я не советую вместе с ними ходить в баню или сауну. Каждый раз, когда я электронное устройство обозреваю, я напоминаю, что от перепада температур даже самые крутые устройства не застрахованы. Amazfit Qtech Pro работает в паре с приложением ZEP. В приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам. Циферблатов более чем достаточно. В магазине есть анимированные циферблаты, также есть персонализированные циферблаты, кликабельные циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям, циферблаты мини-игры и любую фотографию установить на заставку можно. В настройках для часов сами настройки практически идентичны настройкам на самих часах. Также в нем можно загрузить музыку на смарт-часы, загрузить карту, воспользоваться магазином с приложениями. Их там, конечно, не так много, как, к примеру, в Google Play на смарт-часах, которые используют операционную систему Wear OS от Google. Но, к примеру, можно установить контроллер камер GoPro, калькулятор, карты для навигации, игры и еще небольшое количество приложений. Делиться с другими сервисами результатами тренировок и тому подобному возможность есть, но это все дело не особо хорошо работает. Чаще не работает. Далее, минусы. Не отображаются все смайлики, нет клавиатуры, кнопка колесика работает
работает некорректно, тренировка не может работать в фоновом режиме, прям фейл, а также у данной модели нет полноценной мультизадачности. Карты строятся с погрешностью в построенном маршруте и цена. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промокоды. Не забудьте подписаться на этот YouTube канал, если вам подобное интересно. Я понимаю, что данное устройство мало кто покупает, потому что MSFit становится дорогими местами. Но я надеюсь, что вам это дело интересно. Пишите в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор. И знайте, просмотром вы помогаете проекту. Комментом 2 раза, а подпиской с колокольчиком, вау, просто в стратосферу меня отправляете. Резюмирую, умные часы MSFit Читах Pro. Интересные умные часы, стандартно для носимых устройств от MSFit. Данная модель имеет большое количество различных функций, за что плюс ко всему практически весь функционал работает исправно, что немаловажно. Мне данная модель понравилась дизайном, легкими материалами, удобным ремешком, обширным функционалом, временем автономной работы, ярким дисплеем с технологией Always On Display и не только. Но альтернатив на рынке, прямо скажем, море. В конце концов, те же Huawei, на которые я постоянно ругаюсь, Huawei Watch 4 на нашем рынке стоят не так и дорого. Если брать самсунговские часы, и у вас Samsung даже не обязательно 6-ю линейку брать, в 5-й не намного все хуже. Посмотрите обзоры на канале, это не лучшие за свою стоимость часы по мне, но девайсу однозначно да, потому что если вы фанат MSFit и вы про спорт, они вам зайдут. Добра и удачи вам, дорогие друзья, еще раз огромное спасибо за просмотр.